11 февраля 2021 года шведская компания Tarsier Studios под предварительностью Bandai Namco Entertainment выпускает хоррор-игру под названием Little Nightmares 2, в которой мы играем за 9-летнего мальчика Моно, у которого в помощниках протагонистка из первой части игры, 6-я. Are you sure about that? Которая управляется искусственным интеллектом, всячески помогая нам то перепрыгнуть через обрыв или забраться на возвышенность. Теперь давайте погрузимся в сюжет. После довольно-таки странного сна мы встречаемся с главным протагонистом игры, мальчиком с пакетом на голове, Моно, который после того, как пробрался через капканы, разбросанные по жуткому лесу, и добравшись до хижины охотника, делающей из своих жертв чучело. Перестань! Моно встречается с той самой 6-й, которую, по всей видимости, поймал охотник и держал в плену. Мы предлагаем сбежать девочке, которая сначала отказывается и убегает. Но потом принимает помощь Моно. После чего мы бежим от охотника, добегая до сарая, в котором хранится ружье, из которого мы его и убиваем. Потом Моно и 6-я покидают остров на импровизированном плоту, который приводит их в бледный и странный город из жутких зданий и не менее жуткого телевизора, который показывает нам сон с коридором, который приснился Моно в начале. После мы забираемся по связанным между собой кусками ткани в школу. Хулиганы похожи на живых фарфоровых кукол, которые берут 6-ю в жал... Сука, блять! Хулиганы похожи на живых фарфоровых кукол, которые берут 6-ю в заложники. Моно, который, казалось бы, не так силен, может таскать молот и топоры, которые он использует в борьбе. Также он может использовать такие предметы, как фонарик и пульт от телевизора. После расправы со школьником и побега от училки, он спасает 6-ю. Выйдя из школы, Моно и 6-я попадают в больницу и сталкиваются с доктором, который проводит жесткий эксперимент над своими пациентами, превращая их в криповых манекенах с протезами, на которых, если не посветишь фонарем, пиши пропало. Моно и 6-я решают разделиться, уклоняясь от доктора и пациентов. Позже они заманивают доктора в ловушку внутри мусоросжигателя, где мы выбираем, сжечь его заживо или оставить его там. Дети обнаруживают, что большинство жителей города превратились в монстров с искаженными лицами, стали одержимы от трансляции, которая ведется по телевизору. Дети также узнают, что трансляция велась с маяка в центре города. Когда Моно снова видит коридоры сна, он все-таки открывает дверь. Из телевизора вылазит высокий старик в шляпе, похожий на Слендермена, именуемый в игре как худой человек, а-ля Дрищ. Дрищ ловит 6-ю и через телевизор уводит на маяк. Моно встречает Дрища, после чего убивает его, способностью, которая появилась, скорее всего, из-за перемещения по телевизору. Мы заходим в тот коридор, который приводит нас в маяк, который состоит изнутри из странной жидкости с глазами. Добираясь по порталам, мы наконец-то встречаем 6-ю, которая превратилась в огромного монстра, одержимого музыкальной шкатулкой. Моно ломает шкатулку топором, и 6-я возвращается в нормальный вид. После чего маяк разрушается, и глазастая жижа начинает нас преследовать. После дети оказываются на мосту перед обрывом. Bruh. Моно выживает из-за мягкой жидкости, после чего забирается на самую вершину жидкости и становится дрищом.